Поступил на ремонт пылесос Ховер, модель ТСБЕ 140-10-19. Жалоба не включается, не работает кнопка. Проверяем. Действительно не работает. Попутно смотрим, как убирается шнур. Поскольку чисты неисправности шнура, делаем это параллельно. Смотрим, как разбирается. Снизу у нас 3, 6 болтов. Спереди смотрим 1. Здесь 2. Начинаем с нижних. Ух ты! Похоже, фильтр никогда не чистили. Забитый. Наглухо. Смотрим здесь еще болт. И здесь у нас держит. Так, ну, походу еще вот спереди. Все. Снимаем. Тоже много пыли. Можем сразу прозвонить двигатель и шнур. Для этого снимаем маленькую платку. Берем прибор. Прозваниваем вначале шнур от вилки до платы на обрыв. Смотрим, выходит здесь у нас синий, коричневый, идет на кнопку 2 коричневого.
Кнопка работает. Шнур тоже исправный. Проверяем двигатель. Коричневый провод. Один. И синий провод. Они идут на внутренние платы. Ставим на умы и проверяем двигатель. Двигатель, судя по прибору, у нас в обрыве. Тоже много пыли. Посмотрим на самих щетках, клеммах. Обрыв. Осматриваем двигатель. Вращается. Внутри тоже смотрим. Хватает пыли. Посмотрим якорь на обрыв между двумя щетками. Якорь прозванивается. 4 ома. Сам двигатель в обрыве. То есть статор с ротором не связан. Между ними обычно вставляют термопредохранитель, который размещают на корпусе. Здесь, смотрю, он находится прикрепленный двумя стяжками, пластиковыми хомутами на обмотку статора. Попробуем извлечь предохранитель и проверить его на обрыв. Хомутам не подлезть, попробуем расплавить, поскольку они пластиковые, паяльником. Все, расплавляем нагретым паяльником хомуты. Аккуратно. И достаем термопредохранитель. Так, предохранитель одним концом уходит на клемму, а второй пошел туда вглубь. Немножко
кембрик заголим, чтобы добраться до контакта и проверить сам предохранитель. На клемму. Смотрим, предохранитель целый. Разбираем двигатель. Для этого берем плоскую отвертку. Аккуратно вставляем между статором и ротором, не повредив обмотки. Смотрим, куда откручивается двигатель. То есть здесь откручивается у нас против часовой стрелки. Все. Здесь у нас 4 болта. И снимаем статор вместе с крыльчаткой. Тоже смотрим, много пыли, волос. Нам нужен статор. Внимательно осматриваем. Визуально ничего не наблюдаем. Статор сделан из 2 обмоток. Проверяем вначале одну. Два ома. Потом вторую. От щетки до клеммы двигателя. Вот, теперь сузили наш поиск. Проблема с этой обмоткой. Просматриваем места перегибов, соединений, бывает отвал. Провод алюминиевый, хрупкий. Здесь подгаров ничего не видно. Пробуем немножко распустить. Здесь вместо колодок у нас такие вот стоечки, на них накручены провода. Немножко расслабляем. И второй. Оп. Вот и обрыв. Повезло нам
достаточно длинный хвост от оборванного провода. Теперь будем думать, как их соединить, чтобы в дальнейшем не было таких обрывов. Зачищаем конец провода алюминиевого. Имеем такой вот провод медный. С помощью такой вот трубочки зажимной такого вот инструмента. Вот так вот зажимаем. Потом пропускаем также внутрь. И устанавливаем прежнее место. Этот алюминиевый кидываем, а этот припаиваем. Вначале делаем также виток вокруг стоечки и припаиваем к этому месту. Вот так вот мы припаяли. Теперь вот эти места, где болтается все. Кстати, вот почему там обрыв и произошел в кембрике. Вот это место соединения было не зафиксировано и вибрировало. В конце концов отвалилось. Поэтому вот это все мы, что вытаскивали, заправили обратно и зафиксируем с помощью герметик прокладка Автосил. Он термостойкий у нас, влагонепроницаемый. При застывании свойства резины принимает. И вот в эти места, где предохранитель ранее вытаскивали, капнем. И здесь, где наше место соединения. Вот таким образом залили, закапали. Пока застывает, можем ее собрать назад. Прежде чем собирать, все прочистить
от засоров. Чтобы вставить обратно, мешают щетки, которые подавляются пружинами. Нужно здесь вот разогнуть и подвытащить их. Также и с этой стороны. Все. Теперь вставляем ротор с крыльчаткой, предварительно не забыв установить пружинистую шайбу. Все установили и закручиваем обратно болты. На щетке обратно зажимаю щеткодержатель. Также с этой стороны. Установили вторую щетку. Теперь нужно, чтобы сутки полежал, чтобы взялся герметик. Вот. Извините, что не так. Я делаю это впервые. До этого я таким образом не восстанавливал их. Решил восстановить двигатель и поделиться сразу в прямом эфире с вами. Устанавливаем после этого в пылесос, проверяем, даем гарантию. В данном случае желательно побольше. Клиента предупредить о восстановлении, каким образом вы восстановили. И он будет помогать вам в прослеживании работы пылесоса. До свидания. На этом я прощаюсь с вами. До скорых встреч. Да, забыли про гайку, которую мы забыли закрутить. Ее можно было и не откручивать. Закручиваем таким же способом. Вставляем по часовой стрелке. Затягиваем.
Все. Всего хорошего.